Всем привет, с вами Дэн, и сегодня у нас бренд, который дает, пожалуй, максимум крутого, интересного, технологичного за минимум денег. Упаковка здесь прям вот такая, что называется, для дела. Это travel case из кожи, очень такой приятный. А бренд у нас сегодня называется Mandelbrot. Вот такую еще они международную гарантию кладут в каждый комплект. И, по сути дела, все внимание идет, конечно же, куда? Идет, конечно же, на часы. Этот бренд прогремел на Kickstarter. Ребята из Гонконга. Про них известно только то, что они основатели 20 лет разрабатывали часы для мировых брендов. Мало чего интересно, но много чего крутого. И вот их модель, кстати говоря, вторая, насколько я знаю, это Secret Orbital Automatic. То есть секретные орбитальные часы с автоподзаводом. Вот в таком, кстати, очень приятном кейсе. Я вообще считаю, что в плане упаковки, кто делает максимально дешево, просто и полезно, как в этом случае, тот молодец. Потому что огромные коробки, которые занимают у вас место в шкафу, они никому нафиг не сдались. Но самое главное, это, конечно же, модель. Вот этот секретный орбитальный у нас блуждающий час, это круто. Этого еще никто не делал. Тем более этого никто не делал среди микробрендов. Мы понимаем, что есть бренды, которые делают это за больше, чем 10 миллионов рублей. Но об этом мы не говорим. Мы говорим про микробренды. И такого еще никто не делал. И вот этот механизм ребята делали 2 года. 2 года заняла разработка. Давайте сразу пройдемся по характеристикам, а потом уже пойдем к тому, как здесь считывать время, насколько это удобно. Я вам покажу еще несколько вариантов таких часов. И, кстати говоря, в России эти часы можно купить. Цена примерно 40 тысяч рублей. С гарантией, кстати, российской. Это прям шок, на мой взгляд. И ссылку оставлю в описании к этому ролику. Давайте. Значит, часы с функцией блуждающий час, как вы понимаете, на циферблате здесь все такое вот прям необычное, космическое, невероятное. Но при этом в плане считываемости здесь все удобно, мы об этом еще поговорим. Корпус здесь 316L, ремешок кожаный, матовый, с прострочкой в тон, в данном случае. Застежка раскладывающаяся. То есть эти часы удобно будут использовать на каждый день, потому что здесь все достаточно тонко. Есть система быстрой замены ремешка, то есть если вы захотите поставить какой-то сторонний или свой ремешок, то без проблем. Механизм с кастомным ротором, здесь печать такая Mandelbrot. Здесь Miyota 9015, понятное дело, что она модифицированная. Здесь индикация абсолютно другая, чем на Miyota 9015, то здесь ребята очень серьезный модуль поднастроили. Сталь 316L, сапфировое стекло, причем это такой бокс, купольное сапфировое стекло с внутренним антибликом, швейцарская суперлюминова, огромное количество разных вариантов по цвету корпуса и, главное, что цвету циферблата. Некоторые сегодня покажу. 50 метров водозащиты, то есть, в принципе, в душе с этими часами можно. А такого плана часы, понятное дело, никто в здравом уме в бассейн или еще куда-то не подойдет. То есть, это универсально, 50 метров глобально. И давайте, конечно же, посмотрим по размерам, потому что, как правило, часы вот с такой индикацией блуждающий час, это что-то очень большое. Но в данном случае, как мне кажется, это подарок тем, кто любит небольшие часы. 41 миллиметр по диаметру. Высота 13,2. Но вы видите, здесь купольное стекло очень высокое. И если мы попробуем померить без этого стекла, то получается тут меньше, чем 10 миллиметров будет. И это здорово. Слушайте, вот это как раз таки еще один фактор крутости такой модели, потому что не всем хорошо на запястье ложатся крупные часы, будем говорить откровенно. А здесь 41 миллиметр, небольшие. Мое запястье 18,5 в обхвате. Вот смотрите, шикарно. То есть у вас на запястье нечто оригинальное, то есть идея оригинальная, идея не похожа на других. И при этом эти часы можно носить каждый день. Такое вот механическое чудо. Но это классно, и это здорово. И что еще интересного? Мы, конечно, сейчас коснемся уже того, что у нас на циферблате. Но давайте посмотрим по корпусу. Корпус
с необычными красивыми ушками. Причем, смотрите, профиль корпуса – это корпус такой 60-х, даже ближе к НЛО. У нас очень узкая часть, где задняя крышка, она прям сужается очень сильно. Она с сатинированием идет. Верхняя часть ранта тонкая, зеркальная полировка. Ушки такие изогнутые, как ушки кресла. Опять же, тонкие, крепятся к верхней части корпуса. Опять же, 60-е, привет. И бокс сапфир. То есть здесь на стыке такой современный и винтажный. Корпус явно винтажный, явно сделан на максимальную тонкость, да, чтобы сделать его легким, невесомым, корпус НЛО. И опять же, понятно, потому что у нас на циферблате что-то такое невероятное и космическое. Космос, они же говорят об этом, орбитальный. Вот, как мне кажется, здесь идея и реализация, они сошлись. И при том, что они умудрились сделать это в небольшом корпусе. Мне еще нравится вот эта маленькая деталь, когда ушки у нас как будто бы, да, тут с прорезью, как будто бы они отдельно от корпуса. На самом деле это там единая часть. Но выглядит это все здорово. И очень резкий переход по граням, очень классно сделано. Слушайте, корпус, мое почтение. Корпус здесь свой. Не то, что, знаете, вот так, короче, мы придумали механизм, мы придумали надстройку над Миотой, давайте какой-нибудь корпус с рынка возьмем и бахнем это, вот будем продавать. Нет, здесь они сделали именно свой корпус, это интересно, это здорово. Ну и, наверное, самое время по весу посмотреть, что у нас получается, да, на вот этом кожаном ремешке. Получается 79 грамм, даже чуть меньше. Ну и теперь давайте по циферблатам. Их на самом деле больше, чем я вам покажу. Но я вам покажу, вот, ну, получается 5, да, вот 4 здесь и 5, про который мы изначально говорили. 5 у нас такой глубокий темный синий цвет, который уже даже на стыке черного с темно-синим. Мне нравится этот вариант как базовый. Оранжевая яркая стрелочка, да, интересно. Есть еще вот то, что я вам хочу сегодня показать, другие вариации, да. Ну, как вам, да? Ой, хорошо. Вот этот варик, черный корпус с PVD, фиолетовый, прекрасно, прекрасно. Светятся они в темноте просто пушка бомбяла. Здесь вот сейчас будет вставка, но я вам скажу, что это мое почтение, это красиво. Дальше идем для любителей черного. Черный плюс черный. Почему нет? Здесь как раз больше индикация на первом плане, а корпус и ремешок на втором плане. И видите, да, везде прострочка разная. Здесь черная с черным, здесь черная с фиолетовым под цвет циферблата. Вот мельчайшие детали, они тоже заморочились. И это здорово. Ну и такие вот прям хитовые варианты. Золотистый PVD. И посмотрите, какой зеленый. Ой, ну, это, конечно, пушка. Это пушка. Здесь все очень красиво, очень прям секси. Наверное, один из самых интересных вариантов. И плюс для тех, кто любит красный. И мне нравится оттенок. Он не яркий, он не такой вот врыгвиглазный. Здесь оттенок правильный. И красивое сочетание, опять же. То есть, вот и в плане самой концепции, и в плане цветов подборки, в плане дизайна, сочетаемости, здесь ребята прям поработали. То есть, на мой взгляд, это тот самый случай, когда у тебя есть идея, у тебя есть реализация, воплощение, и у тебя причем еще есть что? Правильно, классная цена. Ну и, наверное, самое главное, гвоздь программы, это, конечно же, как здесь показываются часы и минуты. Вот как вы думаете? Напишите вот в комментариях, пока есть время. А теперь я буду показывать. Ну, для того, чтобы показать, проще всего, конечно, у нас головку выдвинуть, чтобы было понятно. И у нас стрелка отвечает за минуты, а здесь стрелка фиксированная отвечает за часы. То есть, что у нас здесь? У нас 4 часа 59 минут. Идем дальше. 5 часов 5 минут, 10 минут, 15 минут. Дальше идем 20 минут, 25 минут, 30 минут, 35, 40, 45, 50, 55, 60 или 6 часов. Но
Я знаю, что многие из вас напишут, что часы должны быть трехстрелочники, да, там классически с датой и днем недели. Я все понимаю, конечно, но, на мой взгляд, часы должны быть разными. Они должны дарить эмоции, и они должны быть иногда необычными. И это тот самый случай. Это, конечно, потрясающая индикация. Она причем максимально удобная, она максимально такая простая в использовании. То есть вот у нас тут минуты. И вот она, посмотрите, как вот это, да, рукав такой, да, рука робота сжимается, 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 сжимается и начинает раскрываться дальше. Это потрясающе. То есть это механическое, как я уже говорил, чудо, реализация, как это сделано, просто потрясающая. Вот за это, наверное, мы с вами любим механические часы. И необычные механические часы. И знаете, что еще очень важно? Это то, что в последние буквально несколько лет на рынке стали доступны такие механические усложнения, которые раньше были только вот исключительными. Это был люкс, такой люкс, что это было вот прям счет на миллионы и даже десятки миллионов рублей. А сейчас такие часы доступны практически каждому. И это ли не микробрендовая революция? Ну, и мне кажется, что это именно она. Это невероятно. Блуждающий час, наверное, одной из самых интересных визуальных концепций по индикации времени. Это красиво, это на самом деле понятно, и это очень механистично, если вы хотите. На мой взгляд, это, конечно, это всегда вау. Это всегда вау. Это всегда часы, про которые хочется поговорить. А что у нас в макро? А в макро у нас красотулечка. Здесь все приятно, здесь все покрасиво. И посмотрите, да, циферблат, он такой многоуровневый. Но здесь даже не посчитать количество уровней, потому что у нас стрелка с этим механизмом, это уже само по себе такая башенка получается. А дальше идет основной циферблат с как раз таки минутной разметкой. А под ним уже идет часовая разметка. И все это накрыто купольным бокс-стеклом. Ну, красота. Красотулечка. И здесь у нас миоточка. Ну и что хочу сказать по итогам. На самом деле, наверное, уже все, что хотел, рассказал. Мне кажется, это вот очередная такая вау-концепция. И при том, что вот с каждым днем, месяцем, не знаю, годом все доступнее и доступнее максимальное качество, усложнение и интересный дизайн. И сейчас этот интересный дизайн еще и в очень небольшом корпусе, всего 41 мм. Ребята Mandelbrot, это, конечно, мой вам респект. Сделали какие-то невероятнейшие вещи за супер адекватнейшие деньги. Ну, это круто. Это прям здорово. И вот конкретно к этим часам, честно говоря, вот долго думал, какая может быть претензия. И, честно говоря, так и никакой претензии не нашел. Возможно, у вас она будет, может быть и нет. В любом случае, жду ваши комментарии, ваши лайки. И на этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн, конечно же. Увидимся.